Армению ждут проблемы, если Грузия пойдет по евразийскому пути. Мнение из Еревана. Если Грузия выберет евразийский путь, Армения столкнется с различными проблемами. От использования дорог и продовольственной безопасности до импорта оружия. Не исключает армянский политолог Гурген Симонян. В то же время Армения может получить большую поддержку Запада как единственный партнер в регионе. В частности, он имеет в виду содействие по дипломатическим каналам, экономическую помощь и поддержку по вопросам обороны. Раньше Грузия и Армения шли вместе по одной дороге. Но если Грузия пойдет по пути диктатуры, останется только демократическая Армения. Вы даже не представляете, насколько может возрасти ее значение. Параллельно с этим Армения должна проявить волю, должна быть сильной, чтобы Запад мог реализовать свою политику поддержки, подчеркнул политолог. Говоря о поствыборной ситуации в Грузии, Симонян не исключил самые различные развития, вплоть до революции. Ход событий будет обусловлен волей грузинского народа, масштабом вмешательства внешних акторов и рядом других обстоятельств, полагает эксперт. 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила 54% голосов. Однако результаты экзит-полов были другими, в пределах 42%. В парламент прошли также 4 оппозиционные силы. Вместе они набрали около 38%. Они не признали победу грузинской мечты и объявили о решении отказаться от мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили тоже считает, что результаты парламентских выборов сфальсифицированы. Она назвала эти выборы российской спецоперацией. Накануне в Тбилиси состоялся митинг оппозиции, в котором приняли участие более 100 тысяч человек. Политолог Гурген Симонян считает показателем то, что министры иностранных дел многих европейских стран обеспокоены ситуацией в Грузии. А международные наблюдатели сообщили о многочисленных нарушениях как во время избирательной кампании, так и в день выборов. Президент Грузии и оппозиция также не признают результатов парламентских выборов. Но политолог предлагает дождаться итогового отчета наблюдательной миссии ОБСЕ. По мнению Симоняна, в случае фальсификации выборов, грузинская мечта не получает власть по их итогам, а захватывает власть. Если будет установлено, что власть узурпирована, то смена власти может пройти не путем выборов, а революционно. Нельзя исключить такой расклад. В случае узурпации власти революции входят в политическую повестку страны. Но надо подождать, как будут развиваться события. Политолог считает, что основатель грузинской мечты Бидзина Иванишвили обслуживает российский вектор внешней политики. Не случайно то, что Тбилиси первым получил поздравительные послания от диктаторских стран – Венгрии, России и Азербайджана. А политика Запада может измениться. Такие сигналы уже есть. Заявление Блинкена можно понять так, мол, мы можем закрыть глаза на фальсификации в ходе выборов, если вы выполните свои обязательства и поведете Грузию в европейском направлении. Через некоторое время все прояснится, и этот фактор сыграет роль лакмусовой бумажки. Симонян напоминает, что премьер-министр Грузии объявил о начале движения на Запад со следующего года. Так что, думает эксперт, сотрудничество Вашингтона с Тбилиси возможно, если грузинские власти предпримут необходимые для этого шаги. Например, отменят закон об иноагентах. На вопрос, будет ли Армения интересна Западу как партнер, если она будет продолжать европейскую интеграцию уже без Грузии, политолог ответил: это может быть даже успешнее, интереснее, чем вместе с Грузией. Армения может занять передовое положение в регионе. Армения – государство, обладающее важной инфраструктурой. И присутствие в Армении значит присутствие на Южном Кавказе. Иран, Турция, Азербайджан – это не колыбели демократии, это настоящие диктатуры. Думаю, тут пригодится Западу спасательный круг в виде Армении. Как сказал политолог, если Грузия пойдет по евразийскому пути, значение Армении возрастет. Но Ереван для этого должен выполнить свою домашнюю работу. Нужно будет вести стратегическую политику, к которой нынешние власти не готовы. Им удобнее рука об руку идти с диктаторской Грузией, чем по пути масштабных западных реформ. Повышение сопротивляемости иммунной системы армянского государства. В то же время Гурген Симонян уверен, что если Грузия станет сферой влияния России, Армения столкнется с серьезными проблемами. Речь идет о таких проблемах, как использование дорог,
продовольственная безопасность, а также импорт в Армению оружия по территории Грузии. Власти Армении должны подвергнуть стратегической переоценке свои подходы и попытаться найти другие методы и пути связи с миром. Например, путь может быть воздушным, а также через Турцию, если между двумя странами будут установлены дипломатические отношения и откроются закрытые границы. Отметим, что президент США Джо Байден выразил обеспокоенность демократическим регрессом Грузии. Граждане Грузии имеют право мирным путем выражать свое мнение о проведении этих выборов, которые независимые международные и местные наблюдатели не признали свободными и справедливыми, подчеркнул американский лидер. В свою очередь, Армения укрепляет оборонное партнерство с США. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян подтвердил всестороннее сотрудничество Армении и США в оборонной сфере. По его словам, взаимодействие охватывает военные, военно-технические и другие аспекты оборонной отрасли. На вопрос журналистов о перспективах закупки вооружения у США Асрян ответил уклончиво, отметив, что такие вопросы, как правило, не обсуждаются публично. Кое-кто говорит, что это доказательство переговоров по закупке, но конкретные детали остаются конфиденциальными. А нам с вами становится понятно, что расширение армяно-американского оборонного партнерства только набирает обороты, что особенно важно для Армении на фоне растущей геополитической напряженности и необходимости укреплять свою обороноспособность. Новости о растущем оборонном партнерстве между Арменией и США заставляют задуматься о нашем будущем. Укрепление связей в военной сфере – это не просто формальность, а стратегический шаг, который может изменить расстановку сил в регионе. Эдвард Асрян подчеркнул важность этого сотрудничества, но уклонился от обсуждения конкретных деталей. Это говорит о том, что армянская сторона серьезно рассматривает варианты, не спешит с заявлениями, что, в общем-то, разумно. Прозрачность не всегда уместна в таких вопросах, и главное – действие. Важно, что Армения не остается на обочине и активно ищет новые возможности для повышения своей обороноспособности. Мы находимся в ситуации, когда каждая инициатива может сыграть решающую роль. И я лично хочу поблагодарить западные страны, такие как США, Франция и ЕС, которые оказывают нам полную поддержку во всех вопросах. Вот что значит настоящие союзники, а не как Россия, которая ведет себя как последний хулиган. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.